начинаем вязать рукав. На спицу номер 4 мы набираем 43 петельки обычным способом, не сильно затягивая нить. Затем распределяю на спицах вот на 3 части примерные. Смотрю, чтобы нигде косичка не перевернулась. И замыкаю в круг. Также рукава можно вязать и на чулочных спицах такого же размера. Подтягиваем нить, то есть замыкали в круг мы, как и на джемпере. И далее вяжем резиночку 1 на 1, 10 рядов. Первый ряд вяжем полностью за переднюю стеночку. Второй и последующие ряды я вяжу лицевую за переднюю, а изнаночную буду вязать за заднюю стеночку. Затем встречаемся уже, когда начинаем формировать рисунок, и будем менять спицы на 4,5. После того, как мы провязали 10 рядов резиночки, я буду переходить на спицы 4,5, и в первом ряду от резинки я стану формировать рисунок. Рисунок у меня будет повторяться с 1 по 11 ряд, то есть и 12 точнее. То есть 12 рядов вяжем, снова начинаем с первого ряда. Мы рукавчики будем вязать без цветка. Вот стебель теперь я буду вывязывать не из одной, как сказать, петельки, а сразу формировать из двух уже, которые имеются. То есть вместо 21 петли у меня будет на спицах 22 петли участвовать в узоре. 42 минус 22, это у нас остается 20 петелек. Мы их делим пополам, так как 10 будет в начале, 10 будет в конце. И одна из них у меня будет изнаночной петлей. То есть, как и на джемпере, у нас будет по одной изнаночной как бы отделять наш рисунок. Такая будет вертикальная линия из изнаночной петли. Итак, вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше 10-ю провязываю изнаночной. И начинаем вязать рисунок. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 1 изнаночная, 3 лицевых до стебля, 1, 2, 3. Далее перед стеблем у нас идет 1 изнаночная, и вот эти 2 я в первый же ряду буду перекрещивать, так как вывязывать мы ниоткуда не будем петли. Одну петельку снимаю, вторую провязываю и меняю их местами. Теперь провязываю снятую ранее петлю. Изнаночная. Далее идет все симметрично. 3 лицевых. 1, 2, 3. 1 изнаночная. 5 лицевых. 3, 4, 5. И заканчиваем изнаночной вот этой вертикальной полосой, которая будет идти на протяжении всего рукава. И у нас должно остаться с вами 9 петелек лицевых. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Первый ряд мы связали. Второй ряд мы вяжем по рисунку. То есть 9 лицевых, 1 изнаночная вертикальная, 5 лицевых,
1 изнаночная, 3 лицевых, то есть провязываем полностью по рисунку, встречаемся в 3 ряду. 3 ряд мы вяжем также с вами по рисунку, то есть ничего здесь нового не появится у нас. Мы начинаем с 4 лицевых. Лицевые, 1 изнаночная, затем 2 петельки с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная и перекрещивание 2 петелек, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 петельки вместе с наклоном влево, изнаночная, и заканчивается ряд 4 лицевыми. Если вы еще не успели сделать скриншот, для удобства сделайте, чтобы вы смогли самостоятельно его связать, этот рисунок. Останавливаться я уже на нем не буду, так как подробно мы его вязали уже на джемпере. Теперь по прибавкам. Прибавку первую мы будем делать в 9 ряду. Затем делаем каждый 8 рядов, то есть 9, 17, 25 и так далее. На этом я подробно остановлюсь, то есть пока вяжем рисунок и встречаемся в 9 ряду. Итак, 9 ряд. Прибавку мы делать будем во 2 петельку и в предпоследнюю. Смотрите, 1 петельку мы провязываем, у 2 мы подсыпаем дужку петли на ряд ниже и вяжем в нее петлю. Это наша прибавка. Теперь довязываем ряд, не забываем делать все по рисунку, поэтому сейчас у нас здесь тоже идет 9 ряд, и встречаемся в конце ряда. До конца ряда осталось 2 петельки. Прибавку мы делаем таким образом. Предпоследнюю петлю вяжем, затем подсыпаем дужку у петли на ряд ниже и провязываем петельку в нее. И провязываем последнюю петлю. Все. Вяжем 10 ряд, как обычно. То есть в начале ряда мы сначала провязываем прибавку, затем саму петлю. В конце ряда мы сначала провязываем саму петлю со спицы, затем делаем прибавку. Таким образом, нам нужно сделать с вами прибавки. Получается 8 раз. И последняя прибавка у нас будет в 65 ряду, по-моему, после 64 до 65. Всего нам нужно связать с вами 70 рядов рукавчика. Это не учитывая резинку. То есть от резинки 70 рядов. И всего у нас должно на спицах быть 58 петелек вместе с прибавками. У меня провязан джемпер на высоту 64 ряда от резинки, то есть лицевой глади, что у нас началось вязаться, и рукава я провязала на вышину 70 рядов от резинки, то есть резинку я не учитываю. Теперь мы приготовим 4 нитки для снятия петелек на рукавах и на самом джемпере и дополнительные маркировочки, чтобы обозначить линии реглана. Смотрите, снимать я буду по 3 петли спереда с каждого из краев и со спинки. То есть в общем количестве у меня получится 6 петелек здесь и 6 петелек там. Останется у нас по 67 петелек спереди и со спинки. Смотрите, я не довязала в 64 ряду 3 петли. То есть я снимаю 3 петельки со спинки и 3 петли
спереди. Теперь мы будем ввязывать рукав, но перед этим также снимем 3 петли для проймы. В рукаве нужно оставить достаточно длинную нить, примерно 20-25 сантиметров я ее убрала внутрь рукава, чтобы зашить способом петля в петлю проймы. Смотрите, то же самое, не довязала 3 петли до конца 70 ряда, снимаю их и затем снимаю с начала ряда 3 петли. В общем количестве также 6 петелек. После 58 петелек, когда мы сняли 6, у нас должно остаться на спицах 52 петли. И мы начинаем их ввязывать. Перед этим, смотрите, я обозначаю вот так вот начало вязания. То есть начало вязания это будет левый рукав. Петельки рукава я сняла для удобства на дополнительные спицы и начинаю ввязывать их по рисунку. То есть вот так вот чуть подзатянув нить. В начале 3 петельки мы провязываем потуже, чтобы уменьшить потом дырочки между петельками. Здесь мы выполняем все по рисунку. Если у вас другие размеры джемпера, у вас может рисунок с моим, конечно, не совпадать. Когда я провяжу середину рукава, я вот так вытаскиваю леску, чтобы было более удобно, и продолжаю вязать до конца рукава. После того, когда у меня закончился левый рукав, я вешаю маркер, и у меня начинается перед. Смотрите, перед у меня будет состоять из вот этой одной изнаночной петли. Помните, все вот эти 3 сектора с цветами у нас разделяют изнаночные петельки. Вот одна из изнаночных петелек будет у меня регланной линией, возле которой мы будем делать убавление спереди и точнее с самого джемпера и на рукаве. Провязываю также потуже первые 3 петли, подзатягиваю и вяжу 67 петелек переда. Если у нас все правильно связано, у нас должно закончиться также вот этой вот изнаночной петлей спереди. Теперь нам нужно ввязать правый рукав. Перед этим смотрите, вот у нас закончилась все изнаночная петелька переда, и мы снимаем 3 петельки переда на дополнительную нить и 3 петельки спинки. Также мы будем поступать и с рукавом, то есть нам надо снять те же 6 петелек для проймы. И вот также, смотрите, я не довязала, вот по прибавочкам видно, 3 петли с конца ряда 70 и 3 петельки я снимаю спереда, недовязанные, точнее уже провязанные. Все. И теперь нам также нужно будет соединить рукавчик с самим джемпером. Напоминаю, начальные петельки провяжите как можно потуже. У меня закончился правый рукав.
И смотрите, я вешаю маркер, отметив нашу линию реглана спинки. И смотрите теперь, я сделаю симметрично переду, то есть я начну и закончу спинку изнаночной петелькой. То есть вот эту лицевую я провяжу изнаночной. То есть это петля, возле которой будут наши убавления. Далее оставшиеся 65 петелек я довязываю лицевыми. И последнюю 67-ю петлю я провяжу также изнаночной петелькой. То есть что я сделала? Первую петлю спинки и 67-ю я сделала изнаночными. Довязываем ряд до конца. Вот она, последняя петелька спинки. Еще такой факт. Начало вязания маркер должен отличаться у меня от остальных регланных, чтобы понимать, где у меня начало. То есть начало — это розовый маркер, и такие вот голубые или бирюзовые, они у меня просто стоят на регланных линиях. Все. У нас связали мы первый ряд от проймы, то есть я обнулила счет и считаю это первым рядом, то есть ряд соединения. Далее у меня идет второй ряд. Второй ряд я вяжу по рисунку, ничего также не убавляя, а основные убавочки я буду уже делать с третьего ряда. У меня начинается третий ряд, и смотрите. В начале рукава я буду вязать 2 петельки вместе с наклоном вправо, то есть за переднюю стеночку. Начало вязания у меня именно с левого рукава. Далее провязываю рукав до конца, не довязав последние 2 петли перед маркером. В конце рукава 2 последних петельки я переворачиваю так, чтобы можно их было связать с наклоном влево, то есть за заднюю стеночку. И начинается перед. Перед начинается с изнаночной, и после нее также идет убавочка за передние стенки. То есть в начале детали мы вяжем с наклоном вправо за переднюю стеночку, довязываем до конца детали, в данном случае вяжем перед, и уже петельки вяжем с наклоном влево, то есть за задние стеночки. Я дошла до конца переда. Смотрите, у меня осталась 1 изнаночная и 2 лицевых. Как я и говорила, в конце детали мы провязываем 2 петельки вместе за заднюю стеночку. Затем я вяжу изнаночную петлю, и начинается правый рукавчик у нас. Начало детали у нас убавочка идет за переднюю стеночку. То есть, как я уже говорила, убавочка у нас будет до изнаночной петли и после изнаночной петельки. Довязываем рукавчик. Конец правого рукава мы вяжем 2 петельки вместе за заднюю стеночку. Начинается спинка. Спинка начинается, как и перед, с изнаночной петельки, возле которой делаем наши убавления. И в начале детали вяжем 2 петельки за переднюю стеночку. Провязываем нашу спинку, оставляя недовязанными 3 петельки. У нас осталась изнаночная и 2 лицевые. И в конце детальки, в данном случае спинки, мы вяжем 2 петельки вместе за заднюю стеночку. И заканчивается третий ряд у нас изнаночной петлей. То есть после всех убавочек на каждой детали, на левом рукаве, на правом, на спинке и на
спереди у нас вышло по 2 петельки. У нас теперь получается 65 петелек на спинке спереди, на рукавчиках. Это вместе с регланными петлями, я считаю, вместе с убавленными, по 50 петелек на рукаве осталось. Четвертый ряд мы вяжем полностью по рисунку, ничего нигде не убавляя. И встретимся еще раз в 5 ряду. Я еще раз покажу, как будут выглядеть убавочки. 5 ряд. Начинаем, как обычно, с левого рукава. И у нас, если здесь, смотрите, в конце идет изнаночная петля, то есть у нас убавочка идет сразу на рукаве за передние стеночки. То есть у нас получается как сходящийся треугольник возле изнаночных. Провязываем рукавчик до конца, не довязывая последние 2 петельки. В конце левого рукава мы вяжем 2 петельки за задние стеночки. И начинается перед. Начинается он с изнаночной петли, и затем идет убавочка снова за переднюю стеночку. Довязываем перед до конца, не довязав последние 3 петли. В конце спинки у нас остается изнаночная, которая находится возле маркера, и 2 лицевые, которые мы провязываем за заднюю стеночку. И вяжем изнаночную петельку. Начинается правый рукавчик сразу с убавочки за переднюю стенку. Довязываем рукав до конца. По той же аналогии мы делаем в конце убавочку за заднюю стеночку. Вот они, убавочки, потом будут видны. И начинается спинка. Спинка начинается у нас с изнаночной петли. И затем провязываем 2 петельки вместе за переднюю стенку. В конце спинки мы провязываем за заднюю стеночку. Таким образом, за один ряд убавочки у нас будет с вами уходить по 8 петелек. Вяжем пока на нужную нам высоту джемпер. Затем будем переходить к поворотным рядам, чтобы связать росток. А пока вяжем, делая убавки в каждом четном, точнее нечетном ряду, то есть в 3, 5, 7, 9 и так далее. Хочу остановиться еще на таком моменте, когда нужно делать убавочку, и мы подошли к самому узору. Вот у меня сейчас должна убавляться изнаночная петелька. Я ее также переворачиваю просто и вместе с лицевой провязываю вместе. То есть ничего особо не меняя. Далее вяжу по рисунку. Также и в конце рукава поступаю. Переворачиваю, чтобы можно было провязать за заднюю стеночку. И вяжу изнаночную вместе с лицевой. Дальше продолжаю вязать по рисунку. И в следующем ряду, когда мы начинаем новый ряд, эту убавочку с изнаночной петелькой мы просто провязываем лицевой гладью. Мы дошли в убавках непосредственно к самому узорчику на рукаве. Смотрите, вы его можете вообще прекратить вязать, то есть продолжить лицевой гладью, вы перестать вывязывать листочки, либо, как я, продолжить просто включать вот эти листы в убавочки, также продолжая их делать, и ввязывать по рисунку. Главное, чтобы
если вы будете делать и накиды, и убавочки, у вас за раз были обе составляющие. Если вы делаете убавку, обязательно должен быть накид. Если вы не делаете этого, значит накидов, например, убавочек нет, не умещается, значит и накиды нужно переставать уже делать. Это самое главное, что здесь должно присутствовать. А так у меня еще продолжаются убавочки, у меня еще высота провязана недостаточно, поэтому продолжаю вязать по рисунку. У меня начинается 35 ряд, и о чем я говорила, что рисунок я больше делать не буду, а буду переходить полностью на лицевую гладь. И после 35 ряда, уже в 36-м, мы начнем распределять маркировочки и начинать вязать поворотными рядами. И при поворотных рядах, конечно же, уже очень неудобно иметь в рукавах какой-то либо сложный рисунок с накидами. Поэтому я перейду на лицевую гладь. Также, смотрите, вот у меня здесь изнаночная, я ее перевернула так, чтобы можно было связать лицевой за переднюю стеночку и провязываю все петельки лицевыми. Довязываю до конца ряда. И вот она, убавочка у меня перед изнаночной петелькой переда. Также провязываю их лицевой за заднюю стеночку, изнаночная и убавка спереди. То есть мы просто рукавчик провязали лицевой гладью. У меня закончился 35 ряд. И смотрите, после всех убавочек, что мы сделали, у меня осталось спереди и на спинке по 33 петли, включая вот эти изнаночные регланные петли. И на рукавчиках у меня по 18 петелек. Теперь мы будем развешивать маркировочки. Я уже повесила их. Сейчас расскажу, в какой последовательности я это сделала. У нас будет 3 точки поворота. Желтый, бирюзовый и зеленый маркировок. Розовый – это начало вязания. То есть это идет у меня левый рукавчик. 2 раза будет поворот на рукавчике, 1 раз на спинке. Первый маркер я вешаю сразу на петельку после вот этой убавочки. То есть перед убавкой у меня висит маркер. Затем я считаю вместе с этой петелькой 1, 2, 3, 4, 5, 10 петелек и вешаю бирюзовый на 11 петлю. То есть видите, вот наш стебелек, изнаночная, и сразу вот у меня идет после изнаночной петельки маркер. Теперь снова я считаю вместе с этой петлей 12 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на 13 петлю я вешаю зеленый маркер. Почему здесь более большое расстояние? Потому что когда мы будем вязать поворотные ряды, у нас будут вот эти петельки уходить в убавочку, то есть расстояние между ними заметно сократится. То же самое мы делаем и с правым рукавом. Все симметрично, то есть вот убавочка на рукавчике, которая располагается ближе к переду, мы вешаем маркер сразу после вот этой убавки, считаем 10 петелек и вешаем на 11 петлю. То есть так же, как и там располагается после изнаночной петельки, которая относится к стеблю нашего цветка. Точнее, вот как стебелек вот этот у нас шел. И снова считаем вместе с этой петелькой 12 петелек, отсчитываем и вешаем на 13 петельку. Это уже, напоминаю, что это уже будет наша спинка. И начинаем теперь вязать. Сначала мы будем доходить до желтого маркера и будем поворачивать наше вязание. Убавочки мы сейчас не делаем, так как вот на этом рукаве, так как идет здесь 36 ряд. Но затем, когда мы перевернем вязание, левый рукав у нас будет опережать наше вязание на 1 ряд. То есть мы сейчас вяжем 36, поворачиваем вязание и вяжем 37 ряд.
Вы сейчас это все поймете. Смотрите, лицевыми петельками мы довязываем до желтого маркера. То есть у нас здесь уже для удобства нет никаких рисуночков. И вяжем эту петельку, переворачиваем вязание. Теперь снимаем ее, заводим нить назад, образуется 2 дужки. И хорошенько поднатянув, вяжем в обратном направлении. И это у нас начинается 37 ряд. 37 ряд у нас будет идти только вот до нашего начала вязания. То есть вяжем до него. И не забывайте, что нам нужно сделать убавочку. То есть перед вот этой, здесь она будет изнаночной петлей разделительной, регланной, а здесь она у нас идет лицевой. То есть мы просто провязываем 2 петельки вместе изнаночной петлей. И все. Начинается у нас теперь спинка. По спинке это продолжается у нас 36 ряд. То есть изнаночные, обратите внимание, у меня теперь вяжутся за переднюю стенку, так как это уже у нас начинаются поворотные ряды. При поворотных рядах у меня идет изнаночная за переднюю, а лицевая будет идти за заднюю стеночку вязаться. И мы также провязываем полностью спинку, вот этот наш 36 ряд, до желтого маркера на правом рукаве. Вот я дошла до желтого маркера, то есть это петелька до наших убавочек. Это у нас является лицевой петлей. При лицевой петле я завожу нить вперед и также натягиваю ее как следует. Образуются вот такие 2 дужки. И вяжу в обратном направлении до левого рукавчика. Здесь у нас теперь начинается 37 ряд. Провязала здесь. Мы будем не забывать делать убавочки. Вот мы дошли до конца правого рукавчика. И вот она, наша убавочка за заднюю стеночку перед изнаночной петлей. Изнаночная, и начинается спинка. В спинке мы сначала также делаем убавочку за переднюю стеночку. И вяжем до конца спинки. Вот я дохожу до конца спинки в этом 37 ряду и делаю убавочку за заднюю стеночку, то есть как мы и убавляли петли. Далее изнаночная петля. И смотрите, на рукавчике у нас уже начинается 38 ряд, потому что мы убавочку делали с изнаночной стороны при 37 ряду. То есть вяжем 38 ряд на левом рукавчике до бирюзового маркера. Вот мы его связали. Также переворачиваем вязание и снова снимаем петельку и заводим нить назад. Вяжем в обратном направлении. И не забываем, смотрите, вот она наша регланная петля, возле которой мы делаем убавочку. И возле нее мы провязываем 2 изнаночных вместе. Все, вот он, видите, это наше начало вязания. И после этой убавки у нас снова начинается 38 ряд. Мы его вяжем просто, ничего здесь не убавляя, также до бирюзового маркера. Повернули вязание. Сейчас мы начнем вязать 39 ряд. Снимаем петельку, вот этот, где бирюзовый маркер, заводим нить вперед, натягиваем. Вяжем 39 ряд. Не забывая теперь делать убавочки в рукавчике и на спинке.
И теперь смотрите, мы здесь сделали убавочку, но здесь еще нет, потому что мы дошли до зеленых маркерочков. Сейчас я так вот сделаю. И также разворачиваем вязание. Завожу ниточку назад и вяжу до зеленого маркера. Смотрите, он находится у меня, вот петелька убавочки, еще одна петелька и зеленый маркер. Мы петельку снимаем, заводим нить вперед, и теперь мы вяжем снова в обратном направлении и будем проходить полностью все по кругу. Вот мы дошли до зеленого маркерочка нашего. Вот она, видите, двойная дужка. Мы ее провязываем просто лицевой петлей за переднюю стенку. То есть 2 дужки подцепила и провязала. И теперь вяжем петлю. И смотрите, видите, до убавки у нас 2 петли было. Поэтому мы должны не забыть сделать убавочку, чтобы было симметрично. И начинаем вязать по кругу до снова вот этого начала вязания. То есть провязываем все лицевыми петельками. Вот смотрите еще раз. Видите, двойная дужка. Мы ее просто вот так провязываем. То же самое сейчас. Это у нас начинается, уже было начало вязания. Ряд этот я уже не буду включать в счет, потому что после него мы начнем вязать и формировать резиночку. Спереди тоже никаких убавочек я больше делать не буду. Но по рисунку еще вот эту вот разделительные изнаночную, которые делили сектора, пока буду вязать. Вот в этом последнем ряду. И сейчас мы дойдем до первой поворотной петельки на правом рукавчике. Вот они, наши поворотные петли. Смотрите, здесь чуть-чуть будет вязаться по-другому. Здесь мы 2 дужки будем подцепать за заднюю стеночку. Вот так вот. То есть как располагаются петли. Вот, дошли до бирюзового маркера. Посмотрите еще раз. Вот так, за заднюю стеночку провязываем. И последняя наша петелька. Все. Маркировочки можно все убрать, и оставив только отметку на начало вязания, вот этот розовый маркер. И довязываем до него. Я дошла до начала вязания. Смотрите, всего у меня осталось на рукавчиках по 16 петелек, спереди 33 неизменное число и на спинке 29 петелек, так как мы убавляли там еще 3 раза с 2 сторон. Теперь, вот на мой вкус еще петелек многовато для горловины, то есть сейчас я начну формировать резинку 1 на 1 и еще раз уменьшу количество петелек. Как это сделать? Смотрите, все то же самое. Вот возле регланной линии я провяжу одну, то есть 2 раза я убавлю в рукаве, 2 раза на спинке, 2 раза спереди, все то же самое. Только вывязывать теперь резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная.
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И по рисунку у меня эта убавочка будет изнаночной. Далее лицевая. Здесь снова будет изнаночная убавочка. То есть убавляю все в тех же местах. Просто перед регланной линией и после регланной линии. Лицевая, изнаночная. Провязываю перед. И в конце переда, перед рукавчиком правым, у меня также будет изнаночная убавочка. Регланную линию я переменю на лицевую. И здесь снова изнаночная убавочка. Лицевая, изнаночная. А в конце правого рукавчика у меня упадает так, что убавочка должна быть лицевой. Я ее провязываю за заднюю стеночку по рисунку. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И довязываю до конца уже спинки. Первую убавочку, видите, я у спинки тоже сделала. И в конце спинки у меня также выпадает убавочка на лицевую за заднюю стеночку, то есть по рисунку, и заканчивается все изнаночной петелькой. Спицы у меня это 4. Можно, чтобы горлышко еще более сузить, взять и спицы 3,5. А также можно было сделать убавки и также чуть побольше. Например, в рукавчике 3 петельки убавить, 3 петельки со спинки. Ничего в этом страшного не будет, если, например, вам кажется, что горлышко получается широковатым. Я, скорее всего, в процессе еще раз сменю спицы. То есть после 4 я возьму 3,5. После провязывания 4-5 рядов и буду довязывать в наш воротничок на любую вышину, которая вам нужна будет. Я буду, скорее всего, вязать высокое горлышко с отворотом. От начала резиночки у меня провязано 38 рядов. Как я и говорила, я перешла на спицы 3,5 с 5-го ряда, чтобы резинка была чуть поплотнее и горлышко стало чуть поуже. Теперь я буду закрывать эластичным способом спицами с помощью накидов. Как это сделать? Лицевую я вяжу перед изнаночной. Я делаю накид от себя. Вяжу изнаночную петельку, накидываю накид, затем ранее провязанную лицевую. Перед лицевой я делаю накид к себе. Вяжу лицевую и в 2 этапа накидываю эти петельки. Снова изнаночная. Накид от себя, вяжу изнаночную петельку и поочередно на нее накидываю петли. Можно не бояться здесь затягивать ниточку, так как способ достаточно эластичный, и горловина будет хорошо растягиваться. То есть перед изнаночной мы накид делаем от себя, накидываем петельки, и перед лицевой делаем накид к себе. И таким образом мы закрываем все петельки. После того, как у нас осталась последняя петелька, мы обрезаем нить и заправляем кончик. Вот таким образом. Под первую закрытую петельку вот так входим. И затем
заходим в последнюю. Все, потом чуть-чуть выравниваем петельки и прячем ниточку. На этом у нас будет завершено горлышко наше. И теперь вот так у меня получилось с отворотом оно. И теперь мы перейдем к проймам. Для этого вам понадобятся спицы, либо чулочные, либо круговые. Если круговые, то смотрите, у нас оставалась ниточка от рукава. Острие должно смотреть спицы в сторону начала вот этой нити. Поднимаем все эти петельки, одеваем на спицы. Их, напоминаю, должно быть 6. И теперь с помощью иголочки мы будем соединять их. Одну пройму я уже зашила. Посмотрите, вот так вот у меня получилось. И теперь я покажу, как это сделать. Смотрите, переворачиваем так, чтобы ниточка была возле нас. И в первую петельку вхожу вот так вот снизу вверх. Затем, смотрите, вот она. Сначала вхожу в петельку возле изнаночной петли в лицевую. Вот так вот. Сверху вниз. И здесь выхожу снизу наверх. Теперь в петельку вхожу. Мы ее уже подцепали, поэтому теперь я ее спускаю. Вхожу сначала в нее сверху вниз, отсюда снизу наверх. И снова в ту петельку, в которую мы уже входим второй раз, вот так вот сверху вниз мы ее спускаем и выходим во вторую петлю снизу наверх. И такими вот нехитрыми движениями сшиваем. Снизу, сверху вниз, снизу наверх. Сверху вниз, снизу наверх. Главное, смотрите, чтобы петельки у вас при этом не переворачивались и не перекрещивались. Все. Последние петельки у нас остались. Переворачиваю. Вот она, петля осталась. Смотрим, в какую, чтобы рядом стоящая была. И здесь то же самое. Вот смотрите, здесь чуть-чуть вытянутая петля получилась. Мы потом ниточку вот так вот берем в сам джемпер, спрячем. Так, и вот она получается петелька. И можно вот так выйти. Либо вот так. И подзатягиваем. Затем вот так вот вывожу петлю, точнее нить наизнанку. И не забываем подтянуть вот эту петельку, распределяя ее длину между остальными петельками в ряду. Это можно вот так вот. И все. Затем мы, если у вас здесь неровные петельки, также подтянуть чуть-чуть, чтобы ниточка до конца стала ровненькой. И у нас должно с вами получиться вот такая вот пройма. Ну и на этом наш джемпер будет
закончен. Я надеюсь, у вас также получится связать такой вот, несмотря на сезон, что он предназначен на теплый, на нем будут вот такие замечательные летние узоры. Я с вами прощаюсь, точнее говорю до свидания. Всем до новых встреч. Пока-пока.